Давайте посмотрим с вами. Во-первых, здравствуйте. Я просто ситуация уже идет, поток уже идет, и я прям решила записать. Это третье уже видео. Особенно тем, кому резонировало видео про ситуацию, да, когда вы перед видео, перед выбором, предупреждение там, да, было для кого-то. Вот здесь есть дальше тема, кто себя узнает, посмотрите, поток идет, информация идет, значит, кому-то это нужно. Маякните в комментариях, кому это нужно было. То есть здесь сигнификация такая, что у вас с кем-то какой-то конфликт, либо между двумя людьми агрессия. И то, что прямо идет из потока, даже карты пока не буду раскладывать. Сейчас будем смотреть, зачем это вам вообще, и что с этим делать, и с чем это есть, и переваривать. То есть конфликт каких-то интересов, не знаю, на работе, в семье, неважно. То есть есть два человека, неважно, женщина-мужчина, либо женщина-женщина, мужчина-мужчина. У вас конфликт интересов. Зачем вам эта ситуация? И вас эта ситуация эмоционально цепляет, вы не можете успокоиться. Нет-нет, да вот как вспомните, сразу закипает. Зачем она вам? Опа! Пятерка пентаклей. Ну, здесь карма, здесь просто вот пятерка пентаклей, справедливость. Здесь какая-то кармическая завязка. Кармическая завязка. А что мы тут отрабатываем? Границы. Но здесь могут, знаете, какие-то еще быть сплетни, интриги, расследования, как говорится, кто-то кого-то накручивает. Какая-то третья сторона есть. Об этом я, кстати, и в том раскладе говорила, что если вы не будете долго решать эту ситуацию, подключится кто-то третий, кто поможет эту ситуацию решить, и вам это не понравится. Здесь нужно проявлять какую-то твердость, перестать быть человеком мягкотелым. Также эмоции выключать из этой ситуации, да, нужно ее решать рассудком. Что еще нам тут скажут? Нужно здесь оценить, что будет, если сделаете вот так, что будет здесь, если сделаете так. Сейчас объясню. Как же быстро информация идет, даже помедленнее, пожалуйста, не успеваю. Ну, например, если я сделаю вот так, да, что я приобрету, что потеряю. Либо я сделаю вот так, что я приобрету, что я потеряю. Исходить из этого, а не из эмоций. Есть какие-то еще скрытые мотивы. Какие-то скрытые мотивы. Это что у нас? Это маниф. Здесь какая-то дележка. Здесь какая-то дележка, скрытый мотив, чтобы что-то поделить. То есть здесь мотив и ситуация у человека совершенно другой, нежели кажется на первый взгляд. Здесь может и задеть. Так, а в чем карма тогда? Что нужно сделать тем, кто смотрит? Вопрос такой интересный. Единомышленников искать? Какую-то поддержку искать, единомышленников. Тут разные ситуации. У кого-то с работы, у кого-то в семье.
Пу-пу-пум. Это что? Здесь как минимум не соглашаться ни на свою ответственность, да, не нести чужую ответственность. Границы, да, помните, границы, использовать свою силу. Можно что-то предложить. Ну у вас здесь интересы не сходятся. То, что вам нужно, и тому другому человеку нужно, у вас диаметрально противоположные интересы в данной ситуации. И что нужно? Немножко по-хитрому где-то решить. Во-первых, свои интересы все-таки защищать. Это у нас что? Кубки. Что с кубками? Здесь королева кубков какая-то, как будто злая. Сколько на нее смотрю. Ну, здесь возможно свое недовольство-то высказать, не сдерживать, да, не казаться каким-то, ой, да все нормально, ладно. Вот здесь однозначно не на самотек. Это и в том раскладе было. Не на самотек. Здесь от вас хотят отломить кусочек ресурсов, да. В интересах от вас что-то поиметь, а вы явно не очень хотите это отдавать. Ну да. Ну, как я сказала, здесь какая-то дележка. Либо денег, либо имущество. Так, карма у нас в чем? Почему это завязалось? Сейчас расскажу. В прошлом была такая же ситуация. И вас, походу, это вас оставили ни с чем в прошлом. Здесь в прошлом тоже была какая-то дележка, и кого-то также оставили ни с чем. Видите, у кого-то не семерка кубков, а у кого-то девятка, да, то есть здесь такая какая-то интересная дележка, когда поделили так, что одному все, другому ничего. С чьей стороны было все, с чьей стороны было ничего. Как-то и не боролись особо. Здесь нельзя, опять-таки, на самотек. Нельзя. Нужно свои интересы отстоять. Отсидеться не получится. Так, с чьей стороны в прошлом было, у кого отжали? У кого отжали? В прошлый раз у кого отжали? Как минимум, если вы сейчас человек дающий, заботящийся о других, о перспективах, то отжали у вас в прошлый раз.
Опять-таки интриги, расследования, какие-то третьи стороны. Вы как-то рассчитывали на другой исход. Явно. Так, ну ладно, не будем далеко туда копать в прошлое. Если кому-то прям вот остро какая-то стоит ситуация кармическая, долго тянущаяся, приходите лучше на сессию, будем это прорабатывать. Сейчас давайте посмотрим все контакты под видео. Так, посмотрим, в чем для вас карма в данном случае сейчас. В чем для вас карма сейчас? Ну, здесь опять-таки говорится о том, что свое не отдавать. Не чувствовать себя человеком, который ничего не может, от меня ничего не зависит. Мое мнение здесь вообще не важно. Нужно взращивать внутреннюю силу. Перестать, ну как, быть как все, скажем так. Найти свои внутренние опоры. Кому-то просто сказать: я так не хочу. Ну, чтобы на вас не ездили. Чтобы вашей добротой не питались, чтобы не кушали вас. Оставляя вас ни с чем. Чтобы с вами считались. Чтобы ваши ресурсы оставались вашими. А не так, что у вас там в вину какую-то, посмотри, нам нужнее, у тебя еще вон есть. Ваше это ваше. Без разницы, у вас там еще может быть 10 этих ресурсов. Но вам страшновато проявлять свою позицию. Здесь какая-то кармическая, может быть, завязка, что тут, знаете, даже как-то может быть такая ситуация, что, ну, например, там напали там на вашу деревню, условно говоря, да, кто-то ушел защищать и не пришел. И там было решение такое, что лучше вообще тогда ничего не защищать, все отдать, и зато целехенькие, живые. И вот эта ситуация, вот это вот решение, оно до сих пор у вас проигрывается. Вам всегда проще отдать, проще махнуть рукой, отказаться. Причем вы можете отказываться и от очень таких серьезных вещей, да. Но лишь бы вот остаться целой и не ввязываться в конфликты, да. Но кто-то, кстати, может быть на вашей стороне. Вам там еще на Таро было то, что вам нужно искать какую-то помощь. Кто вам может помочь отстоять ваши границы. Какие-то единомышленники, может, какие-то структуры, эгрегоры. Тогда что у нас по новому идет? Тогда у вас есть шанс с этим разобраться. Ну, как бы,
что закрыть эту тему. Как минимум новый сценарий посадить себе. Получить новые, семена, так скажем. Так, а закрыть эту ситуацию раз и навсегда получится, если вот отстоять свои границы, привлечь кого-то на свою сторону, чтобы не было один в поле не воин. Здесь какие-то есть еще ментальные установки, которые вам мешают. Про что? 63. Сейчас, секунду. Так. Как всегда, телефон решил заключить. 63 это, по-моему, не конец. Хочу прям посмотреть, что именно карта значит, но телефон сопротивляется. Вы вот тоже этой ситуации так сопротивляетесь, находите какие-то другие штуки, чтобы не решать. О, наконец-то. Да-да-да. Нет, я, конечно, хотела бы вам сказать, что это решит полностью ситуацию, но 63-я карта говорит нам, что еще не конец. А вот, как интересно. Ну-ка, ну-ка. И сразу выпадает карта «Уже конец». Нет, 63, все. 63 это конец. Да, да. Все, не туда посмотрела. 64 это не конец. Новый сценарий. Новый сценарий. Вот, мальчики, девочки, то, что вам сказала, нужно сделать, и тогда вы можете наконец-то закрыть эту тему, которая у вас с кем-то там постоянно тянется. Переслушайте еще раз, что вам нужно сделать, как нужно себя почувствовать, но здесь как минимум перестать себя чувствовать каким-то маленьким. Может, это человек старше вас по званию, либо по годам, по авторитету какому-то, да, и вы считаете, что вы как-то там не доросли еще, у вас недостаточно сил, что человек как-то сильнее либо физически, либо морально, либо эмоционально, еще что-то. А здесь карта советует о том, что вы уже как бы наравне, вы уже не маленький, не маленькая, вы не меньше этого человека, вы вполне способны отстоять себя, свои интересы. Давайте совет рун. Даже 2 карты движения. Ну, здесь-то и вас, это, во-первых, мужская руна, во-вторых, это прорыв, это здесь и о том, что и действительно отстаивать себя. Вас, конечно, может это пугать, потому что вы никогда так не делали, и вы не понимаете, что будет после этого. То есть вас пугает, что будет после этого. На самом деле после этого будет хорошее движение, да, то есть сначала вас как-то вихрь событий может затянуть, но потом вполне вы поймете, куда вас несет. Здесь как будто, знаете, реально про какие-то счета, что ли, недвижимости, не знаю, вот что-то такое материальное. Ну, может, должность, место какое-то.
машина, алименты, не знаю, вот что-то вот такое, кто-то у кого-то что-то пытается отжать. Бизнес, может быть, я не знаю, активы какие-то. Вы останетесь при своем. Вы почувствуете свою силу, себя совершенно по-другому будете чувствовать и останетесь при своем. И научитесь защищать свое имущество, хочется так сказать, недвижимость какую-то, да, от посягательства, то, что вот, так скажем, либо в прошлой жизни, либо в роду, то, чего не получилось. Да, с вас начнется новый сценарий. Отлично. Я вас благодарю, кому отозвалось. Напишите хотя бы, что за вопрос у вас там. Деньги, недвижимость, акции, бизнес или еще что. Может, ребенок, конечно, кто-то за ребенка борется. Мне прям интересно, какие ситуации. Благодарю вас за просмотр. Всем пока-пока.